Сразу расскажем вам секрет. Мы идем на пляж, на единственный пляж в Одессе, в котором есть канатная дорога, которая действует еще с 1971 года. Что-то я начала снимать, и она остановилась. Надеюсь, она не сломалась. Судя по тому, что все больше и больше людей в купальниках, можно сделать вывод, что пляж уже совсем близко. Что, Ирина, хочешь покататься на канатной дороге? Хочу, но не в этот раз. Всем привет! Смотрите, Ирина и, как я уже говорила, канатная дорога. Ну, а мы идем дальше показывать вам один интересный пляж. Всем привет из Одессы! И сегодня мы идем на один из самых популярных пляжей в нашем городе. Смотрите, эта лестница действительно очень высокая. Но спортом лишний раз позаниматься всегда хорошо. Особенно если подниматься в другую сторону, то это полезно для женщин. Можно подкатить. Здесь есть ускоритель для того, чтобы быстрее пройти к пляжу. Это комары. Если ты останавливаешься, то они просто садятся и тебя начинают сгрызать. Так, мы спускаемся и уже сейчас будем пересекать трассу здоровья. Видите, уже вон велосипедисты набираются здоровья. Сейчас вечер, и она почему-то пустая. Ну, наверное, потому что сегодня будний день. Иногда здесь такие толпы, что просто не проехать, не пройти. Вот так сейчас выглядит трасса здоровья, и мы с вами по ней еще обязательно прогуляемся. Но не в этом видео, потому что мы идем ближе к морю. Влог снимаете? Да. Мы попадаем тоже сюда? Вы не хотите? Я могу. Давайте передадите всем привет из Одессы. Всем Молдове привет. В Молдове нас очень людей с Молдовы много смотрит. Вот С всем Кишинева. привет. Я знаю, это вас тоже. Вот сейчас мы не успели спуститься к пляжу и уже нашли опровержение тому, что в Одессе нету туристов. Да, вот сейчас был яркий пример, что наши соседи тоже посещают нашу страну. Не только люди отдыхают на пляжах города, но и одесские коты. Привет, морской кот. Посмотрите, какое сегодня красивое небо. И море красивое, и небо красивое. Когда мы идем к пляжу, еще увидели здесь пианино, на котором просто не можем не сыграть. Молчи. Извините, Ну, песен не будет. Тут что, надо что-то делать? Ага, Это понятно. знаешь, да, как правильно. А здесь Ты, наверное, здесь не первый раз. дети знают, как играть на это. Как раз музыка, которая подходит для нынешней ситуации в городе. Бетховен. Спасибо. Мы решили пройти через красивое место, через виллу Отрада и спуститься к камню, с которым фотографируются все девочки, и туристки, и жительницы города. Рыбка здесь висит. И такие красивые скульптуры девушек. Вот какая прелесть. Уже вечер, поэтому многие люди уже возвращаются с пляжа. Ну, а мы только туда идем. Спускаемся уже непосредственно на сам пляж. Здесь такая небольшая лесенка. Так, видно, что сезон. Продают попкорн, продают, что там, кукурузу, мороженое. Все здесь можно купить. Нам сейчас очень много зрителей пишут и спрашивают, какая сейчас вода в море. В Одессе и в Одесской области в море очень много водорослей. Их приплыло очень большое количество несколько дней тому назад. На самом деле водорослей не так уж уже и много.
вода в море сейчас теплая, в Одессе она 25 градусов. И посмотрите, если пройти немного дальше, то водорослей совсем здесь мало, конкретно на этом пляже. Они маленькими островками. Здесь даже собака купалась и выходит уже на сушу. Что не сделаешь ради красивого селфи. Вот мы зашли с другой стороны камней, и водичка здесь, видите, уже нету таких сильных водорослей, о которых все говорят. Вода чистая, и вот честно, она очень-очень теплая. Редко, когда в нашем море такая, можно сказать, горячая вода. Сейчас мы себе постараемся найти более-менее свободное место без людей, так, чтобы можно было спокойнее снимать видео. А это местная достопримечательность пляжа Отрада, большие красивые желтые камни. На них классно фотографироваться. Когда-то здесь с большими буквами было написано «Вилла Отрада», но что-то я этого не вижу. А кто-то забрался на высоту и сидит и любуется морем. Видите, мы не успели приехать, а здесь уже фотосессии. Сейчас вам покажу еще одну достопримечательность этого пляжа. Здесь есть подводная река с прохладной чистой водичкой. Потрогаем, какая здесь по температуре вода. Такая же, как в море, или попрохладнее. На самом деле здесь просто ледяная вода. И это самое оно, если во время жары пойти там и охладиться под тем водопадом. А это место на пляже Отрада называется садом камней. И сейчас мы вам его покажем детально. Это все выглядит очень интересно, и не зря сюда многие приезжают снимать видео и делать себе красивые фотографии. Излюбленное место блогеров, особенно девочек. Пляж Отрада находится в Приморском районе. До центра города от него 4 километра, а даже до вокзала 3. Вам будет очень удобно сюда добираться. Вот так он выглядит. Здесь лавочки поставили, столики поставили. Действительно сделали сад. И сейчас вот как будто кактус растет. И сейчас вам покажу, почему сад. Смотрите, здесь еще сделали, как делают в палисадниках. Даже вазон стоит. Забыла, как этих героев с мультика называют. Миньоны. Вот, миньончика посадили. Смотрите, какое небо. Мы уже переживаем, что можем попасть в грозу. Нас на завтра обещают грозу, но будем надеяться, сегодня мы здесь не намокнем. Здесь есть и частные пляжи. Есть такие матрасы, кровати. И есть шезлонги. Все отдыхают, кто как хочет. Кто хочет полежать на песке, лежит на песке. А кто хочет полежать на шезлонге, оплачивает его и уже отдыхает на нем. На частных пляжах, конечно, покомфортнее и самое главное почище, потому что эту территорию хорошенько убирают и за ней следят. Городскую тоже убирают, но следят как-то за ней средне. Особенно сегодня мы были неприятно удивлены. И позже покажу почему. Здесь есть такая прикольная зона для отдыха с коврами. А здесь можно посидеть на качели и выпить какой-то вкусный прохладный напиток. Частные пляжи, еще раз повторюсь, гораздо прикольнее, чем общественные. Конечно, плюс частного пляжа, что здесь есть душ с теплой водичкой, можно выйти с моря
и обмыться от песочка. Какая прелесть. Небо просто обалдеть какое красивое. Ирина, тебе нравится? Очень. Бичбои уже все собирают. Скоро поубирают пляж. Сейчас сложат все шезлонги, матрасы. И скажут всем до встречи завтра. Да, Ирина? Смотрите. Сразу минус того, что много раздевалок. Огромному количеству людей приходится стоять в очередях и ждать, пока они смогут переодеться. Это большой минус. Кто-то взял огромный матрас и будет плыть куда-то очень далеко. Сейчас уже 8 час вечера. И такое чувство, что не все сегодня собираются домой. Мы решили все-таки попробовать эту воду, ее температуру. Наверное, очень холодная, потому что мужчины пищат, когда ее трогают. А камни на пляже Отрада реально такие оригинальные и так и манят сделать возле них фото или видео, и мы будем не исключением. Видите, мы сейчас поднялись на пирс, и это то, о чем мы говорили. Островками водорослей. Возле берега больше всего, а дальше водичка уже чистая и прозрачная. Ирина, хочешь плавать? Не хочет. Здесь одни парни. И все прыгают. Хоп! Сейчас немного о наболевшем. Мы долго думали, говорить об этом или нет, но все-таки скажем. Каждый из нас любит отдыхать на чистых пляжах с чистым песком, с чистым морем, чтобы все было красиво, цивильно и можно было получать удовольствие от такого отдыха. Но когда мы сегодня приехали на этот пляж, ужаснулись, потому что люди, к сожалению, в 21 веке так и не учились вести себя культурно и убирать за собой мусор. Совершенно не составляет труда, даже если нету мусорки, собрать с собой в пляжную сумку или в пакет мусор, который остается после еды, которой вы здесь перекусываете. Но посмотрите, какие после себя люди оставляют пляжи. Это очень неприятно, и хочется, чтобы каждый человек, который приходит сюда позагорать, умел за собой и поубирать. Сейчас вечер, и люди нашли для себя развлечения, играют в волейбол. Потому что днем этого не сделаешь из-за 40-градусной жары. Мы сегодня вам показали один из самых популярных пляжей в Одессе. Кажется, будет начинаться дождь, все очень быстро начали собираться, переодеваться. В общем, идем домой. И очень надеемся, что вам понравилось на нашем канале наше видео. До встречи в наших следующих фильмах. До скорых встреч, пока-пока. Еще раз, на пляжах города отдыхают не только люди, но и одесские котики. Посмотрите, солнышко уже заходит, и они пригрелись здесь на теплой крыше. Сейчас уже собрались выходить с пляжа и услышали сигнал воздушной тревоги. И думаем, что нам дальше делать. Да, это очень неприятно, и будем надеяться, что все будет хорошо. Но да. Угроза баллистики с Крыма, пришло сообщение, Так, это идем очень и куда-то очень прятаться. опасно. Сигнал воздушной тревоги, и мы идем с и не пляжа. знаем куда. Да, и плюс еще капает дождик. Неприятно. Страшно, что сейчас что-то может взорваться, но будем надеяться, такого не произойдет. Так, быстрее, потому что капает дождь.